Вообще я попал в Невский экспресс благодаря Дмитрию Геннадьевичу. Я как раз видела, как раскореживались двери, как медленно стал падать огнетушитель. Стали деньги эти сыпать. Все-таки 650 тысяч, достаточно такая большая сумма. Мужик. Конечно, мужик. Услышал, как он провалился, булька. Пока не было огня, я ее звал. Кем надо быть, чтобы не сказать спасибо, когда тебя спасли? Ух ты, обезьянка! Добрый день. Я давным-давно мучаюсь одним вопросом. Я не знаю, что движет человеком, который, рискуя своей собственной жизнью, готов спасти жизнь чужого, абсолютно незнакомого ему человека. Я не знаю, Саша. Я тоже не знаю, я в жизни мечтал стать героем Советского Союза, в детстве имеется в виду. Да. Так и не стал, видимо, оказия не случилось, а может быть и не оказии. Одно я точно знаю, что передача «Как сегодня», она спасает меня от передач, которые были до этого и после этого будут. Дамы и господа, мы горим! 5 лет назад пожар в «Хромой лошади» унес жизни 156 человек. Сделал сиротами 49 детей. 78 пострадавших до сих пор восстанавливают здоровье. Многим все еще требуется серьезная помощь. Но жертв могло быть и еще больше, если бы не люди, которые, рискуя своей жизнью, спасали другие. 5 лет назад крушение Невского экспресса унесло жизни 28 человек, а 132 пострадавших выжили благодаря тому, что другие пассажиры безотказно помогали друг другу. За эти 5 лет произошло много бед, но в каждой мы узнаем о тех, кто, не задумываясь о себе, бросаются на помощь другим. Но больше всего удивляет и заставляет задуматься, когда спасителями становятся дети. Сегодня мы расскажем истории людей, чьи поступки достойны подражания и медали за отвагу. Пять лет прошло с момента трагедии Невского экспресса. 5 лет все-таки для любой страны большой срок. Я думаю, что некоторая часть на аудитории и здесь, и по ту сторону экрана вообще не помнит, о чем идет речь. Давайте напомним. 27 ноября 2009 года. Пятница. На Ленинградском вокзале толпа народа. Все садятся в Невский экспресс. Кто домой из командировки возвращается, кто на выходные едет в Питер. 19:00. Поезд тронулся. А спустя 2,5 часа прогремит взрыв. 3 вагона сошли с рельс и завалились на бок. Еще один столкнулся с бетонным ограждением. 28 человек погибли, 132 человека ранены. Только благодаря тому, что сами пассажиры и баба Лена, живущая в шаге от места крушения, сразу начали спасать пострадавших, удалось избежать большего числа смертей. Москва, Питер, часто мотаемся, все понятно, но вот представьте себе, что в этом поезде 3 подруги оказались совершенно случайно и увидели друг друга. Что с ними было потом, давайте их и спросим. Это Лариса Пастухова, Татьяна Еремина и Марина Гравит. Вы случайно встретились тогда в поезде, да? Как вообще это произошло? Как случилось? Конечно, случайно. Так получилось, что мы неожиданно увиделись около поезда. С Ларисой мы вообще подруги уже больше 20 лет, а Марина моя ученица. Я руководила ее диссертацией. Кандидатская, да? Кандидатская, Татьяна да. Юрьевна, мой руководитель. Ничего себе. Вы так все хорошо выглядите, кто учитель, кто ученица. Понять невозможно. Для меня было также неожиданно увидеть коллег в одном вагоне. И поскольку всегда есть о чем поговорить, мы пошли в тамбур между 3-м и 4-м вагоном. Погодите, 2-й и 3-й вагон – это как раз те, которые завалились. Которые взорвали, да. И вот в этом тамбуре мы находились в тот момент взрыва. И, в принципе, и поскольку я стояла спиной... Мы там просто так живо разговаривали, потому что мы не хотели мешать соседям в вагоне, потому что мы встретились, нам интересно было поговорить. Какие же вы вежливые девушки, правда. Да.
А когда вот это случилось, как вы, вот каждый из вас воспринимал это? Что Вот я случилось? говорю, что я стояла спиной к составу, да, к движущим, и я как раз видела, как все взрывалось. Как раскореживались двери, как медленно стал падать огнетушитель. И То есть это всё в происходило- замедленной съемке. Да, да, а да. на самом деле Как в Марина кино. крикнула, и нас всех предупредила. Марина, что ты крикнула? Ну, Она крикнула на пол. как мне рассказали, я крикнула на пол, но я этого не помню. То То есть она и это был как сигнал, мы сразу почувствовали, что вот уже не было тогда страха. Ну, конечно, страх был, то есть уже потом. Марина крикнула на пол, это как вспышка была, предупреждение, и спасло нас, потому что мы, конечно, уже без стресса, ну как там, свалились. Ну, и началось самое страшное, когда уже Марин, упали. Марин, а вот прям вот сказали, медленно падал огнетушитель. То есть время в этот момент Да, замедлилось. замедлилось, и я помню прекрасно, что все было очень как в кино, и причем замедленной съемки. То есть металл стал раскореживаться, распухать, разбухать. Вот я что видела, что они, когда Марина крикнула на пол, они сползли по стенке, я подогнула ноги и протянула к ним руки, но я повисла в воздухе, и дальше я не помню. Ну, я помню, что я руки-то тяну. Погодите, но ведь это именно вы сломали позвоночник в Да. тот момент. Мы с Мариной сцепились. Погас свет. Да. Мы с Татьяной Юрьевной схватились друг за вот друга, так вот, да. да, и вот держались на полу друг за друга, чтобы вот А как-то... Лариса? А меня унесло. Ларису, да, мы не Ну, смогли взрывная, удержать, да. взрывная волна как-то отнесла очень серьезно. Но Вы ее не видели? не, вот там темно, уже ничего не видно. И потом? Это все в что? минутное, это даже секундное какое-то состояние. Потом жуткий скрежет, потому что этот вагон сошел с рельс, вот эта часть вагона сошла с рельс, и она болталась по земле. Щебенка, пыль и очень такой вот противный звук. Я тогда подумала, наверное, я в аду. Почему-то мне такая мысль пришла, что вот он должен выглядеть так. Не хватало еще, конечно, запаха серы и пламени, но в принципе Ну, все это остальное... для верующих. Что Да. вы, нет, это Все понятно. остальное вот... Ну, вообще, наверное, вы там и были. Хотя он был запах. Когда я очнулась около вот титаны, которые их углем Мгм, топят, мгм. вот у меня как раз первый был запах вот этот вот угля и... А какие мысли в голове крутились? Вот у меня было единственное, что поняла, что это все, я сказала, Господи, спаси. Что уже ничего было. Господь спас, но кроме Господа еще кто-то был. Кто? Лично я приехала на эту передачу сказать спасибо конкретным двум людям. Потому что в этот момент Дмитрию было- и Венгельму. Ну, мы все. Вот. Да. Да. Мы, конечно, когда поезд остановился, стали искать вещи, вещей не найти, я их просто раскидала. У Марины единственный телефон оказался, у нее маленькая сумочка, имейте в виду, возите с собой маленькие сумочки с телефоном, не расставайтесь с ними. Типун вам на язык. Да, но все равно это спасает. И вдруг подошли ребята и сказали, вам помочь. Мы в растерянности, конечно, у нас очень тяжелая девушка, она уже сразу сказала, что мне не встать. Мне плохо, мне не А встать. на улице холодно было, девочки, на улице Да, мороз. и мы холодно босиком, было. без 27 одежды. ноября. Так что за ребята появились? Появился Дмитрий. Ну, вы же не знали, что он Дмитрий. Мы не знали, что Дмитрий. Потом Потом мы познакомились, познакомились, да. конечно. Мы с ними познакомились. Они нам каждый год звонят. Спасибо. Они нам звонили, пока мы в больницах лежали. И постоянно нас спрашивали. Они здоровье. вам звонят каждый год. Да, к сожалению, получается, что Да, они. они нам звонят. Где? Стоп. Так сложилось. Но мы были первые 2 года немножко... в Дмитрий это кто? Это мой муж. Муж. Как он там оказался? Он ехал непосредственно с учебы, возвращался из Москвы, был на повышении квалификации. То есть он тоже жертва, но стал героем, потому что мужик. Конечно, мужик. Дело в том, что у него и профессия такая. Он выбрал ее неспроста. Он- Какая профессия? Спасатель? Нет, он ОМОНовец. ОМОНовец? Да, он боец, в первую очередь. А давайте Его позовем призвание его в студию, спасать ладно? Вы же соскучились и по помогать. мужу, правда? Очень. Дмитрий, приходите к нам, пожалуйста. Конечно, такую жену я поцеловал тоже. Ну, Поэтому я девушки сказали нам неожиданную вещь.
что вы им звоните в день спасения. Почему не они-то, а вы? Мы с Венгелем Марселовичем все время вспоминаем эту дату 27 ноября, все время друг друга. Венгель Марселович, это кто? Это командир Сыктывкарского, Воркутинского ОМОНа, с которым мы ехали с повышением квалификации. То есть вы вместе ехали? Вместе. Да-да-да, сейчас дойдет речь, да. Дойдет, да. Ну и вот мы девчонок проверяем, особенно за Ларису, как здоровье. Ваша версия какая? Вот того, что произошло, понятно, да? Вот когда вы им стали помогать-то, как это было? Ну, во-первых, девчонки, как вот этот темный поезд, этот темный вагон, да, вот этот вот. И вот я понимаю, что они босиком, без вещей мечутся над своей подругой, что, ну, ни помощи, ничего нет. А Лариса встать не могла совсем? Нет, не могла, там с позвоночником. Мы не стали трогать. Нас, как всегда, учили. Мы посмотрели, что человека трогать нельзя, что-то с позвоночником. Мы сбегали за врачом, доктора, помните, привели доктора с носилками. Он посмотрел, говорит, нет, ребят, все правильно сделали, трогать нельзя, давайте потихонечку ее, мы на матрасе, на одеяле, потихонечку перенесли ее на носилки и все вместе, вот этот километр до подстанции. Дмитрий, ладно, а кто из ребят еще? Венгель. Венгель. Венгель! Студия. Ну, объявите, что Понятно, что вы люди подкованные, что вы вот прям обученные, да еще и такое количество боевых наград. 2 медали за отвагу. У моего дяди, который прошел всю войну, тоже было 2 медали за отвагу. Вы знаете, как говорят в народе, 3 медали за отвагу – это уже звезда героя. Ну тогда-то не на фронте же, не в бою. Расскажите. Ну, вообще я попал в Невский экспресс благодаря Дмитрию Геннадьевичу. Мы закончили обучение на повышение квалификации в Домодедово. Должны были ехать по домам, но нам сказали, что Рашид Гуманович Нургалиев нас будет собирать 1 декабря на совещание. То есть 3 дня нужно было что-то делать. До Воркуты бы я не добрался, и обратно не успел бы. А вы в Воркуте живете? Я в тот момент жил в Воркуте, да, служил в должности командира ОМОНа Воркутинского ОМОНа. Угу. Ну, Дмитрий Геннадьевич говорит... Я пригласил его в Питер, говорю, что до Питера-то доехать совсем ничего. Экскурсию На Невском сделаем. экспрессе мы стоим 4,5 часа и в Питере. В баньку сходим, говорю, посидим. А на следующий день поедем в поезд. Сходили в баньку, да. Да, съездили в баньку. Да. Вот так Венгель Марселович попал в поезд. И вот у нас было такое ощущение, что поезд или сошел с рельс, но хлопка такого мы не слышали. Мы, взрыва не было. мы не слышали его. А вы в каком вагоне ехали? Мы в 4-м. Девчонки в 3-м с конца, а мы в 4-м. Прямо рядом с ними в конце вагона ехали. А вы когда вышли из вагона, вы пошли искать, кому помочь, или что вы делали? Как вы девчонок-то выбежал сразу же увидели? проводник выбежал с фонариком, говорит, ну он увидел, у меня пистолет висел, он понял, что мы какие-то, чем-то, ну, не просто так едем. Он говорит... Гражданки были одеты? Да, по гражданке. Он увидел, что у меня оружие, как бы, он говорит, ребят, пойдемте, посмотрим. Ну, мы уже собирались, говорю, пойдем посмотрим. Мы высунулись, смотрим, 3-й вагон вот так наклоненный ваш стоял, вот в эту сторону. А 2 вагонов нет. Он говорит, ну, наверное, отцепились, пойдемте посмотрим. И вот так вот мы пошли, посмотрели, как там. А люди кричали? Был километр. Мы пока подходили, вот это То есть уже... до тех вагонов, которые отрывало Километр взрывом, был где-то, километр. Ну и в 3-м вагоне тоже тишина была, света не было. Дмитрий и Венгель, несмотря на то, что у них был отпуск, и они ехали отдыхать, они пошли делать свою работу. Вот в чем подвиг, понимаете? Девчонки, у меня только одно замечание. Мне кажется, что в годовщину или вообще просто так, это вы должны им звонить, а не они вам. Да? Исправимся. Хорошо. Какая первая мысль возникла, когда вы увидели километр вагон оторван, и вот первая мысль, которая возникла? Первая мысль у меня, допустим, была, что по техническим причинам... Нет, да, сошел, не война. Оторвались вагоны, да. Но, когда мы начали подходить, вот здесь мы уже увидели всю серьезность данного происшествия. Было именно так сделано, чтобы поезд ушел полностью весь. В принципе, мы не должны были перед вами сидеть здесь сейчас в данный момент. Просто благодаря еще машинисту, который не остановился. То есть вот там был лом вставлен, значит, и на белый флаг. Ну, как будто человек, то есть реакция человека, надо тормозить поезд. Он пролетел это. И вот получилось, что вот так вот только 2 вагона оторвало, и 3-й сошел с рельс. Браво, спасибо вам большое за то, что просто вы есть. И глядя на вас, хочется быть такими же. Спасибо. Конечно.
Только потом я стала осознавать, что действительно все могло бы произойти. Похолодели. Стали деньги эти сыпать. Все-таки 650 тысяч достаточно такая большая сумма. Услышал, как он провалился в булька. Кем надо быть, чтобы не сказать спасибо, когда тебя спасли? Я как раз видела, как раскореживались двери, как медленно стал падать огнетушитель. Вообще я попал в Невский экспресс благодаря Дмитрию Геннадьевичу. Мужик. Конечно, мужик. Они пошли делать свою работу. Вот в чем подвиг, понимаете? 26 июня 2012 года водитель детского центра 58-летний москвич Владимир Зотов в разгар рабочего дня ждал очередного поручения в своем автомобиле, когда увидел подозрительного мужчину. Он перебежал дорогу, поднял вот так вот руки и ближайший вот автомобиль остановился, запрыгнул в машину, и они поехали, значит, вот в том направлении. Как выяснилось позже, этот мужчина оказался грабителем. Вдруг подходит какой-то мужчина и говорит: вот здесь кошелек обронил, вы не находили? Мы говорим: нет, не находили. Он говорит: вот, открывает свою сумку и показывает: а у вас что в сумке? Я говорю: вот, открываю свой пакет. В пакете лежало 650 тысяч рублей, которые пенсионеры только сняли со счета. Это были все их годами накопленные деньги. Вот отсюда подбегают пенсионеры. Ой, сынок, нас вот ограбили. Что нам делать? Я говорю: давайте быстро принимаем решение, быстро садитесь. Они садятся в машину, и мы быстренько раз налево и покатили туда. Вот здесь я его догоняю, вправо ставлю машину, перегораживаю. И моментально подъезжает, и прямо в секунду подъезжает полиция. Вот так я задержал преступника, помог пожилым людям. Давайте позовем сюда Володю Зотова и жену его Людмилу Зотову. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, что было в тот день? Ну, в общем, такого существенно-то ничего не было. Я находился по служебным делам, значит, на автомобиле. И вдруг ко мне подходят люди. Так, чувствуется, что они там взволнованы. Вы знаете, нас ограбили. А я до этого так немножко, в общем-то, видел неадекватного человека, который переходил дорогу. И резко взял машину и думаю: да я его запомню на всякий случай. В общем, запомнил номер. Я говорю: ну садитесь на всякий случай. И мы, в общем-то, на машине поехали. И догнали эту машину? Догнали эту машину, я ее перекрыл автомобилем. И, в общем-то, мы с двух сторон подбежали, и они так... Из машины не вышли, практически из машины не вышли, стали деньги эти сыпать. Пятерки, там, знаете, все-таки 650 тысяч, достаточно такая большая сумма. Ну и, в общем-то... И приехала полиция? Приехала полиция, деньги собрали. И что характерно, не пропало ни пятерки. А кто же полицию вызвал? Кто же вызвал? Я дорогой вызвал, пока рулил. А вдруг этот человек был бы вооружен? Думали об этом в тот момент? Вы знаете, наверное, нет. А что двигало? Вот так не оттолкнуть этих людей, а сказать: поехали, я помогу. Что это такое? Двигало то, что любой человек мог в этой ситуации оказаться. Действительно. И если мы Или не вообще будем... мыслей не было? Или просто хотелось помочь? Хотелось помочь. В первую Старикам, очередь. особенно старикам. Старикам. Что Ну с вами кто? произошло? Вы такой... Первое впечатление — скромный, застенчивый, интеллигентный человек. И тут вы превращаетесь в героя. Вот откуда вот эта вот сила появилась? Что случилось? Обиду за беспомощных кто, людей. Да. кроме, если мы все будем цинично проходить мимо этих преступлений, кто-то же должен все-таки помочь. Браво! А вы хорошим пионером были в детстве? Тимуровцем. По-честному, таким Не не очень. Баловником я очень сильно был. Кем? Баловался очень много. Так это же одно другому не мешает, наоборот. Пионер — это не детям пример, это вот как раз когда бабушка через дорогу и так далее. Знаменосцем был, вы знаете, в пионерском лагере. Честное слово. А какое знамя носили там? Красное, естественно. Вот, смотрите. Мы можем хаять как угодно советские времена, но железное «да» и железное «нет» тогда было. А сейчас все может быть.
Так вот, не все. Видите, вот находятся люди из нашего пионерского детства, а потом мы покажем, что пионеры не кончились и сегодня. Да, когда в тот момент, когда возникает вопрос, помочь другому или нет, другого ответа, кроме «да», вообще не звучит. Как ваш муж Даже героем вопроса, стал? наверное, не стоит. Вот он пришел, рассказал вам эту историю. Вот вы удивились или вы, ну, а что удивляться-то, он такой и есть? Да, вот совершенно правильно, потому что, ну, как обычно, ужин. И он мне, как обычно, начал рассказывать события с прошедшего дня. Ну, и я краешком глаза смотрела очередную передачу, а ухом слушала то, что с ним произошло в этот день. И только потом я стала осознавать, что действительно все могло бы произойти. Похолодели. Ну да. Володь, мне кажется, Володь, что... одну секунду. Володь, а вот если бы там было не 650 тысяч, а 2000 отобрали, вы бы так себя повели? Или 2000 все-таки это... Да мне кажется, не знаю. Наверное, бы я Да так какая же. разница, стариков обидели. Какая разница, какая сумма? Мы аплодисментами приветствуем этих людей. Спасибо большое. Спасибо, да. Давайте посмотрим следующий сюжет. Я сидел сначала рядом с этим, который первый упал, мужчина, а потом отошел и видел, как он шел, и потом он провалился под лед. К нему еще подбежал его друг. Потом я пошел ломать ветки, но потом провалился еще один мужчина. Потом мне отрезали от причала веревку, и два конца. Пока бежал я, один я его потерял. И сначала я присел и кидал веревку. Раз в третьего он поймал ее, и я потом лег и его вот так вот задом тащил. Потом встал его к берегу чуть подтащил, и пошли мы другого, первого, который провалился, спасать. Сережа, папа его Геннадий. Друзья мои, а кто там вот эта красивая женщина, которая притаилась в уголке? Мама. Это наша мама. Мама! Ну что скромничать-то? Ну что скромничать? Ну зачем? Сереж, ты боялся, когда все это случилось? Нет. Почему не боялся? Ты же не сумасшедший, правда? Я не думал об этом. Ты ведь тоже мог провалиться. Почему ты не боялся? А о чем думал? Я думал, чтобы найти что-то, чтобы можно было помочь. Длинную палку или веревку. То есть можно было пройти мимо? А он и не смог. Вот. А почему? Как вы думаете, вы папа? Потому что герой. Может и такое. Ну, видимо, у него заложено там, и он участвует и в спортивных мероприятиях, и командных, и на соревнованиях за честь школы выступает. Вы гордитесь своим сыном? Да, я очень горжусь. А можно узнать, сколько лет герою? 13. 13? Ну, расскажи, как это было. Был теплый такой день, пасмурный. Я тоже ловил рыбу тогда. Рядом с этим мужчиной, который первый провалился, я рядом с ним сидел почти. Угу. Потом я немножко отошел и услышал, как он провалился, бульк прям. В это время еще один мужчина тоже пошел помочь и тоже провалился. В это То есть время... уже двоих надо было спасать? Да. Который второй упал, кричал: иди домой за веревкой. Ну, потом какой-то мужчина мне там причал, был рядом, отрезал веревку. Я потом подполз, лег. Раз... А ты когда полз, понимал, что лед может провалиться? Страшно было? Да нет, они Или ему не кричали: близко не подходи, Серега. Он потрескивал лед. Я вот с третий раз только он поймал эту веревку. И потом ползком он и вытащил как-то его. Там вообще глубоко было? Где-то 3 метра. Метра 3, да? Да. Ужас, ужас. Сережа, я хотела тебе задать вопрос. Вот мужчина, который тебе дал вот веревку, он пошел с тобой помогать или остался там, где был? Остался рыбу ловить. Ты ему говорил, для вот чего тебе тебе мужчина веревка дал нужна? веревку. Нет, Куда он делся сам тот отрезал мужчина? мне, и я побежал. Но он тебя спросил, для чего эту ребенок веревку? бросился выручать троих взрослых. Он остался Ты там. ему сказал, для чего тебе взрослый веревка? остался. А взрослый остался. А давайте посмотрим, как же воспитать такого сына.
Внимание на экран. Папа привозит дрова каждую осень для того, чтобы топить баню. А я их колю. Привозим дрова, колем вместе вдвоем. Потрудились и накололи. Это мопед, который мы подарили нашему сыну. Придет, не заведется. Вот он находится там аккумулятор. Ну вот и ожил. Можно маме вопрос задать, правда ведь? Сейчас задним числом страшно уже или нет? Мне в этот день было страшно уже. Уже было Я страшно. всю ночь не спала. У меня столько мыслей всяких разных в голове было. Это уже Потому задним что числом, взрослые да? стояли же, много народу стоял. Все рыбаки как ветром сдуло всех с озера в этот день. А он Ну, спас? стояли же, да. Так, подождите. То есть, когда это случилось, там мужики-то были? Да, Сереж, там рыбаки, да. И они разбежались? Да, они же ему кричали: Сереж, ты близко не подходи. Они стояли на берегу, говорили. На берегу стояли, да. Команда. Они не разбежались. А ты типа легкий, ты беги, да? Да. Парень полез спасать. Хочу напомнить, что там при этом тонуло 2 мужика. Первый провалился почти окончательно, второй полез его спасать. Никто из них не приехал, но совершенно понятно, что Виктор Лошкарев, это тот, который полез спасать первого, да, он скорее герой, чем жертва. А вот почему не приехал, хотя мы очень просили его, чтобы он сказал спасибо пацану, да? Владимир Мулин, я не понимаю. Володя, кем надо быть, чтобы не сказать спасибо, когда тебя спасли? Рязанская область. Они не пришли. Зато представитель МЧС, начальник главного управления МЧС по Рязанской области, полковник Филиппов Сергей Иванович, пришел для того, чтобы тебя наградить. В первую очередь я хотел бы поблагодарить, конечно, маму за воспитание сына. Вам цветы. Спасибо большое. Я также считаю, смотря за кулисами вашу передачу, что в первую очередь это воспитание. Подержите подарок. А Сергея хочу наградить грамотой Главного управления МЧС России по Рязанской области за мужество и отвагу, проявленную при спасении людей. Спасибо. Спасибо. Да. Ну, а также его поступок не остался в пределах Рязанской области. Генерал-лейтенант Баженов просил также вручить ценный подарок. Поэтому пользуйся и воспитывай. Спасибо, товарищ полковник. Вам спасибо, что ведете такие передачи. Спасибо. Спасибо. Скажите, а больше благодарных людей или неблагодарных? Ой, вы знаете, я считаю больше благодарных. Особенно молодежь. И я, например, в своей жизни встречаю или в таких условиях нахожусь, когда меня вот, не меня лично, а нашу систему благодарят многие. Поэтому мое мнение больше благодарных. Большое спасибо людям вашей профессии и вам лично, конечно. Спасибо за профилактику. Спасибо. Спасибо большое. Так вот, детские голоса за кулисами – это не химера. Дети на самом деле там. Почему они там, а не дома? Давайте посмотрим сюжет. Ну вот здесь мы проживаем в этой вот комнате вшестером. На этих кроватях, как говорится, мы спим. Здесь спит Надежда, которая нас впустила к себе со старшим сыном, который сейчас находится в школе. Здесь спим мы. Это моя дочь, сын и я. Муж вот спит на этом матрасе, мы его ложим на пол. Здесь мы вот обедаем, здесь же ребенок делает уроки. Здесь вот газовая плита, на ней мы готовим, и ней же мы обогреваемся вместо отопления, потому что отопления центрального нету. Воды в доме тоже нету. Воду приходится брать у соседей. Это, конечно, ужасно, но главное, что тепло. Ну, хоть не на улице. Вот так мы умываемся. Каждый раз с тазьями, с ведрами. Воду греем в кастрюле, чтобы вода была теплая постоянно, как ребенок маленький. Мирань, иди, я тебя полью на ручки. Ребенок чуть поел, и нужно руки мыть. И так постоянно. Они тоже хотят домой, только в этот дом они уже возвращаться не хотят. Мне не очень скорее.
Мы просто мимо проходили, она чуть ли не со слезами, только что не пойдем туда. Сегодня Андрей Каргин и его жена приехали в нашу студию. Встречайте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте. Как вы оказались-то в таких, мягко говоря, стесненных условиях? Потому что когда наша съемочная группа вот записывала этот репортаж, все не поместились. То есть даже камере не было места. А там вас сколько сейчас? 6 живет? 6 человек. 6. Как вы там оказались? Из 29 квадратных метров полностью жилой площади сгорело, можно сказать, все. А от чего случился пожар? Замкнула проводка. Как МЧС вроде подтверждает, что из-за электропроводки. Последние 2 дня очень сильно гудел счетчик, но мы как-то не обращали внимания на это, ничего. Ну и так получилось, что А когда пожар загорелось. случился, кто был дома? Дети оставались дома. Дети одни. сколько их? 3. А возраст? 7 лет, 4, почти 4 года и год и 3 месяца. Квартира приватизированная у вас? Квартира у нас В собственности матери. в собственности матери. Недооформленные документы там. Мать умерла в просто мать 96-м умерла, году. Но Наследство вступили? нету, не до Давайте конца. это потом, может, про пожар Не до все-таки. конца просто еще. Так И вот- пожар случился, когда вас не было дома. Да, в течение 15 В минут течение нас не было 15 20 минут дома. полностью квартира И вся дома были сгорела. 3 детей. 3 детей. 3 детей было. И кто их спас? Старший сын вынес младшего годовалого, а среднюю дочь Сосед вынес сосед. Спасибо очень огромное ему. Я не знаю просто, есть такие люди на свете или нет. Давайте посмотрим, что он говорит про случившееся. Я сидел дома, услышал крики и вышел. Здесь стали женщины, кричали. Потом смотрел дым, чувствовал запах, что пожар. Сказали, что ребенок внутри дома. Я побежал, окно уже было разбито. Сосед разбил окно. Я зашел через это окно, пощупал. Здесь дым был. Ничего видно не было там. И там невозможно было зайти. Чуть-чуть я испугался, если честно. Я в этот момент ничего не подумал. Почему? Ну, не задумываясь, я зашел. Там дым был, ничего видно не было. Я так пощупал и взял ребенка на руки. В этот момент не был страшно. Подумал, что надо спасти ребенка, и все, больше ничего не подумал. Там страшно, не страшно, ничего не подумал. Пока не было огня, я ее звал. Зашел через окно. Там, как в тумане, ничего видно не было. Пустить к себе 5, Ну и да что? еще 3 детей, это как? Ну и что? Дети ведь теплее. Ох ты, обезьянка! Вообще я попал в Невский экспресс благодаря Дмитрию Геннадьевичу. Я как раз видела, как раскореживались двери, как медленно стал падать огнетушитель. Стали деньги эти сыпать. Все-таки 650 тысяч достаточно такая большая сумма. Услышал, как он провалился, булька. Кем надо быть, чтобы не сказать спасибо, когда тебя спасли? Вы ведь благодарны Армену, правда? Очень, от всей души. А когда вы последний раз ему об этом говорили? Буквально позавчера. У вас есть Мы потому возможность что повторить очень это часто сегодня. видимся. Армен Тарасян в студии. Да. Спасибо большое, Кузя, от всей души. Спасибо большое. Вы ждали благодарности или нет? Нет, знаете, главное, я делал, что хотел. Душе спокойно мне. А как это произошло? Расскажите. Вы услышали, что кто-то зовет на помощь? Да, я крики слышал. Во дворе все стали кричали. Вышел. И там сказали, что внутри дома ребенок горит. Ну, я подошел, окно уже сломали. Зашел через окно. Там, как в тумане, ничего видно не было. А как вы нашли-то? Она же спряталась, я правильно понимаю, Я пощупал. Я глазами не смотрел. Руками пощупал. Ну, взял ребенка на руки и вышел. А страшно было? В тот момент не подумал ничего.
Ну, там дым, горит, Армен, все, а вы скажите, туда пожалуйста, а полезли. сколько вам сейчас лет? Страшно было? 26. А дети у вас есть? Семья, дети? Нет, я не женат. А почему вы спрашиваете? Ну, мне бы просто хотелось понять, люди, у которых есть дети, как бы у них срабатывает инстинкт. Вот смотрите, Вот, детей нет, пионером не был, 26 Не был пионером, лет. да. А тем не менее, в горящую избу вошел, руками нащупал ребенка. Когда кто-то, вот мы обсуждаем, говорим, он говорит, я бы тоже так сделал. И когда человек говорит, когда так говорит человек, для меня сразу, я на 80% уверен, что не сделал бы. Потому что как себя поведет человек в такой ситуации, никто не может знать. Я вот сейчас готов дать кому-то по морде, кого-то по сердцу. Завтра случилось. Друзья, порой элементарные бытовые ситуации мы не воспринимаем как героизм. А вы не считаете героизм, когда, например, молодой человек идет по улице, видит, что девушку обижают 2 или 3 хулиганов, он вступается за девушкой. Разве это не геройский поступок? Разве он потом получает медали? Дело в том, что если у нас будет задаваться изначально планка, что если я иду по улице, и человек упал, и если я его поднял, то я герой, то, честное слово, у нас планка все будет ниже и ниже. Вот перед нами действительно героический поступок, потому что человек рисковал собственной жизнью. Вам не дали медаль. Это надо исправить. А как-то вас за этот поступок хоть кто-то поблагодарил, наградил, я имею в виду государство, а не людей? Нет, это союз армян в Астрахани. Грамоту дали. Союз армян. Логично. За отвагу на пожаре медаль-то. Вот теперь, коль уж скоро я узнал об этой ситуации, в частности, и о том поступке, который совершил молодой человек, я обязательно от своего имени обращусь в МЧС, задам вопрос, почему, во-первых, до настоящего времени никакой реакции не было от структур исполнительной власти, и в том числе МЧС. И я уверен, что молодой человек будет поощрен. теперь заметь, ему не нужна эта медаль, она нам нужна. Нам. Потому что если не вручить ему эту медаль, согласен, кто мы такие? Вот и все, да. Амиш. Очень правильно было сказано. Рота, ДОТ, ДЗОТ. И вдруг один Матросов, один среди всех, встает и свою жизнь за всех, за браты свои кладет. А другие же лежали в такой же точной ситуации и не встали. Десятки, сотни людей не сделали этого подвига. И потом, когда пример уже был Матросова-Сталин описан, все стали повторять этот подвиг. И что еще говорит очень интересно МЧС? Самое главное, что из-за любой мелочи, из-за мелочи происходят катастрофы, которые мы не учитываем. И вот когда даже, смотрите, гудел вот этот счетчик, вы не обратили внимания. Есть так называемое приметное видение, когда мы пропускаем знаки, которые нам дает судьба, что можно будет что-то предпринять. Правильно я понимаю, это давняя сентенция, что любое геройство, это расхлебывание чьей-то там головотяпства, чего-то преступлений. Вы знаете, мне кажется, что геройству свойственно также какое-то божественное проведение сверхъестественной силы. Посмотрите на наших героев, да? Скромный, интеллигентный мужчина, застенчивый парень. Мне кажется, это те люди, которые были просто свыше посланы вам, чтобы вас спасти. Армен, соседи ваши армяне или нет? Нет. Нет. То есть, я почему задаю этот вопрос? Потому что мы живем в стране, в которой громадное количество национальностей. Вам же не важно было, какой национальности девочка, когда вы полезли ее спасать. А наградила вас только армянская община, как лучшего из своих сынов. Я хочу, чтобы эта несправедливость была истолкована верно и исправлена. И еще, дети были дома, давайте посмотрим, как старший воспринял эту вот ситуацию. Я зашел сюда, вот здесь начал гореть. Я испугался, потом начал тушить. Подошел туда, взял этот стакан и начал тушить. Я Мире говорю, Мира, быстрее иди, пока еще не поздно. Я ее звал, она уже забежала туда. Я взял Арсения и выбежал. Потом начал звать соседей, там уже дом начал весь гореть. А потом начали стекло выбивать и вытаскивать ее. А потом пожарные, полицейские приехали. Жить больше негде. Здесь темно, страшно. Все сгорело. Негде спать. И все сгорело, ничего нету. Армен, то есть вы завершили начатое Даней. Все-таки он начал операцию по спасению, верно? И он сегодня в студии, давайте его позовем.
можно я тебе руку пожму? Привет. Здравствуйте. Скажи мне, ты первый пожар заметил? Да. Что делать стал сразу? Ну, Первая мысль какая была? Испугался? Ну, только честно. Или нет? испугался. А что испугался? За сестру. За свою сестренку? А у тебя Да. есть сестренка и братик еще Да. есть, да? А почему только за нее испугался? Испугался, потому что она забежала в комнату. Я хотел ее с ней выйти на улицу. То есть А брата она ты спряталась. сразу схватила, а Да. она скрылась, правда ведь? Она в комнату забежала. И ты ее стал звать? Да. А она что, отвечала тебе? Нет. Она... Я не говорю, пока не было огня, я ее звал. Угу. Потом уже начало все гореть. Потом дым пошел, все. И ты братика схватил и... Да, вышел на улицу. Потом я начал соседей звать. Армен, это он сказал, что сестренка там вам? Он тоже сказал, там все кричали. Угу. А когда ее вытащили, ты ее увидел? Ну, я видела, она вся в крови была. Страшно было? Страшно. Я хочу сейчас позвать сюда твоего брата и сестренку. Ух ты, обезьянка! Вот смотрите, вот сидят семья перед вами, да? Сгорел дом. Где вы сейчас живете? Мы снимаем комнату. Снимаем комнату. Где? Ну, рядом с сгоревшим там, домом. с этим сгоревшим домом, там через 2 дома. А почему у вас 6 в этой комнате, а не 5? Потому что до этого эту комнату снимает еще один человек, и она нам предложила просто к ней Просто переехать. везде Можно во я всех- задаю свои нудные депутатские Стоп, вопросы? стоп, стоп, подожди, сейчас задашь. То есть Здесь- правильно я понимаю, что женщина, которая снимала комнату, узнав о вашем положении, сказала, приходите, будете жить в моей комнате. Да. Так? Да. Как ее зовут? Надежда. Надежда. Надежда, можно вас попросить в студию? Не зря ведь имя-то Надежда. Теперь, когда мы понимаем ситуацию, было так, стало так, ты можешь задавать свои нудные депутатские вопросы с А одной можно целью. без нудных вопросов Мы сразу должны квартиру? помочь им, понимаешь, да? Значит, зачем мне их задавать? Обрести Не ради новое любопытства жилье. уже, Так правильно? задавай, конечно. Да. Значит, насчет приватизированного, неприватизированного, понятно. В наследство не вступили. Это разберемся отдельно. Я вам скажу адрес своей приемной, придете. Далее. Вы обращались в мэрию, в администрацию Мы города? везде ходили. Он Я ходил. везде Какие-то ходил. ответы есть у вас на руках уже? Да. Что пишут? Везде отписки до тех пор, пока Смысл я какой? Что пишут? не вступлю в права наследования, Живите где хотите. ничего не будет абсолютно. То есть, если вы Никакой вступите в ни право помощи, наследства, станете ничего. собственником, хоть уже сгоревшего Да. жилья, Да, тогда да, они, да, тогда да, они да, что да. говорят? Тогда, пожалуйста, приходите, мы, может быть, вам чем-то и поможем. Будем Значит, я вам смотреть открою, на- приоткрою Будем маленькую рассматривать. занавесу тайны. Я знал, меня предупредили о том, что будут люди из Астрахани. Я до эфира переговорил уже с исполняющей обязанности мэра Астрахани, с Ириной Егоровой. И она пообещала взять дело на свой личный контроль, помимо всего прочего. Из депутатского фонда мы поможем вас, у нас здесь депутаты областной думы, мы поможем из депутатского фонда, поможем вам материально, чтобы, по крайней мере, какая-то финансовая помощь у вас была на данный момент. То есть, ну, будем исходить из того, что вам помощь нужна уже сегодня, а не когда-то через год. Вы-то скажите, вы вышли, я вам руку поцеловал, и все, и сидим молчим. Как вам в голову пришло на своей маленькой площади приютить еще 5 человек? Но в семье и не в обиде должны помогать друг другу. По-другому не могу. У вас вообще никакой личной жизни нет? Никакой. Я только узнала об этом, просто предложила, а они поддержали. А детей на Слушайте, улицу... я понимаю, Но детей разделить, на улице я бы разделить не комнату с оставила, у меня каким-то кровью человеком, сердце чтобы было отбегает. проще платить за аренду. Но пустить к себе 5, Ну и да что? еще 3 детей, это как? Ну и что? Дети ведь в тепле. Самое главное, дети в тепле, значит, они сыты, здоровы. Вы хороший человек? Ну, не знаю, наверное. Вы хороший или обычный? Я думаю, мы все Обычный. сами отвечаем на этот вопрос вместо нее. Она Обычный. отличный человек. Отличный.
Друзья мои, что могли, мы сделали. Да, вот у нас есть ответственный за вашу дальнейшую судьбу. Скажите спасибо потом ему, когда вам достанется какое-нибудь новое жилье. А пока вам громадное спасибо, тебе громадное спасибо. А тебе просто респект и уважуха. Ты знаешь, я очень рада, что в который раз в этой студии... В который? Я вот пытаюсь посчитать. Не так уж часто в этой студии происходит такое. Поэтому давай мы не станем расставаться, а завтра вернемся к другим героям нашего времени. И тем более повод у нас для этого есть очень хороший. Нельзя думать, мне кажется, только о себе нужно, но и о других думать тоже. И я прекрасно понимал, что если там что-то случится... Выхода нет. Выхода практически нет. А если бы тебе не вручили эти награды, ты бы чувствовал себя героиней все равно? Нет? То есть герои – это тех, кого поощряют? Да? Я даже не представляю себя без него. Таким, как вы, необходимо немедленно, прямо сейчас, пойти и делать детей. Хватаю ракетницу, стреляю, падаю и потом бросаюсь туда вниз. Вы вышли, потом стали выходить оттуда люди, и вы кинулись обратно, чтобы спасать. Я не знаю, каким-то фантастическим образом я оказался в холле. Все, кто там пострадал, они все остались инвалидами. А сколько было операций? Порядка 70. Было видно, что здесь ситуация, Беда. что здесь Просто беда, беда. и, возможно, счет идет на секунды. Из тех таксистов, из тех водителей никто не взял меня на борт. А если придется, ты спасешь человека? Да, Потому что маму спасла или просто так? просто так. Просто герой, вы молодец. Просто слов нет. В этом роду передается это желание помогать, это первое, потому что далеко не каждый готов. И второе, это, конечно, особенности нервной системы. А ты, когда вырастешь, ты кем будешь? Пожарником. Я сын своей страны и своей истории. Я действую так, как действовали все во время войны, спасая других. Иначе мы не можем, потому что мы такая страна великая.